Вайпер овес не нашел. И смотрите, что делает Вайт. Он удает Вайперу. Насколько Вайпер все-таки респектабельный типок. А мне интересно, он бы херри отдал? Или нет? Приветствую, ребята! Вы знали, что до относительно недавно такой игрок, как Сальс Вайт, взял новые высоты? 2500, 2600 даже рейтинга он брал. Охренеть! Чел реально катает базу. Катает реально 10 Аравий в день. И смотрите, до кого добрался. GL The Viper. Босс качалки. Ну, давайте посмотрим. Еще раз про игрока. Сальс Вайт. Относительно недавно, где-то, я так думаю, тут полгода. Ой, не-не-не, может уже не полгода. Может уже даже где-то ближе к году. Он уже в сальсах состоит и прогрессирует очень быстро. Соответственно, был у него 2600 рейтинг, сейчас 2508, как мы видим. И такие титаны в обычном рейтинге ему уже на Аравии выпадают. GL The Viper, которого сейчас рейтинг 2686. Вайпер, конечно же, троллит. Уже троллит или нет? Любитель нестандартных стратегий попробовать на ладере. Да и на самом деле не только в ладере, но ладер для него это полигон для экспериментов. А для Вайда это хорошая возможность завалить Вайпера. Да, запомнится, так сказать. Ну что ж, посмотрим. Давайте по нациям. Нации у Вайда здесь японцы. Японцы? Хорошая нация для агрессивной игры. Очень уважаемая нация, на самом деле. И ранний кабан уже под ТЦ. Соответственно, скидка на экономические здания, пехота супер хорошая. Лучники, а можно поиграть конными лучниками. Вайпер. Вайпер. Какой Вайпер? Вайт. Можно перепутать. Вайпер, да? Вайт. Любитель поиграть лучниками. А может уже и профессионал. Поэтому давайте смотреть. Давайте смотреть, потому что у Вайпера очень интересная нация. Бургундия. Бургундия топ на закрытые карты, а здесь Вайперюга что будет на Бургундии делать? Ой, не знаю. Топорик будет качать. Давайте немножко ускорим темную эпоху и вообще заценим, так сказать, карту. 3 леса у каждого из игроков, как мы видим. 3 леса. Вайпер подгоняет оленей. Здесь у нас золото сзади. Так, домик перед ягодами. Камушек, золото. В принципе, нормальная карта. Ничего особенного. У Вайпера давайте смотреть. Да, в принципе, очень похожая карта, да, золото сзади, ягоды чуть впереди, тоже тяжело защитить. Ну, Вайпер с топориком, и у него, смотрите, как много лесорубов. 6 лесорубов. Так, давайте подумать. 6 лесорубов у Вайпера с топориком. То есть 20% быстрее не бывает. То есть это больше, чем 7 лесорубов. Так, будем следить за его лесом. Если он поставил мельницу, это какой-то ранний драж? Не знаю, или какие-то убер-мега-стены. Так, соответственно, Вайпер гонит оленей к ратуше, не к мельнице. Здесь что? 2 на лесе всего лишь. Интересно, ну зато японцы дешевая леспилка, дешевая мельница, смотрите, да, у него есть на барак практически. Если он захочет, он может сделать. Ну а Вайпер... Так, сори за это мычание, но что? Вайпер фишбумит, то есть... он заметил док. Вайпер пошел троллить. Ладно. О, нет! Так, у Вайпера еще и лума нету, господи, а волк сильнее. Волк по статам такой же, как и крест без лума, но для Вайпера это не проблема, да? Так как он атакует сразу с определенной дистанции, то у него агро идет первым. Вайпер взял, закрылся и ставит док, а здесь у него прибрежечко. Ладно, тем временем, meanwhile, White ничего не подозревает. Кстати, тоже апается без лума, 19-й переход без лума довольно ранний. И во что, пока непонятно, пока без шахты. Возможно, в скаутов, пока выглядит как скаутов, типа. Вот почему было так много леса. Ну что, Вайпер, у тебя проблемы. Получится ли у него переход нажать? Так. А, он обратно? Он обратно его отволил? А, он его заволил, то есть... смотрите, что Вайпер. Он не оставляет здесь жителя, да? Он заволивает как на скиллухе просто. На скиллухе без лума. Ну, лум уже доделался, отлично. Заволил здесь... вообще это тигр, да? Тайгер. А ты отволил обратно. Хорош. Соответственно, рыбач, давай. Чувак. Не могу выделить. Ага. Опа. Заметил.
Это было странно, да? Крестьянка какая-то раненая с лумом откуда-то идет. Очень странно, но Вайт как будто ничего особо такого сильно не подозревает. Нажал переход Вайпер на 21 кресте, делает рыбалку. Соответственно, да, здесь оставил рыбку рыбаку. И в чем вообще проблема фишбума? На самом деле здесь смотрите сколько озер. 4 озера. Даже 5. Но тут, наверное, док нормально не поставить. Так, соответственно, действительно идет конюшня, лун, топорик. Здесь все по классике пока что у Вайда. 8 на лесе, 8 на еде, нормалек. Проверяют здесь Вайд, что он видит. Да, в принципе, ничего особенного. Вайпер овес не нашел. И смотрите, что делает Вайд. Он отдает Вайперу. Насколько Вайпер все-таки респектабельный типок. А мне интересно, он бы Херри отдал? Или не отдал? Ну, короче, непонятно. Но Вайперу можно отдать. На, Вайпер. Подавись. Вайпер пишет. Спасибо, дружище. Респект заслужен. Так, сейчас тебе респект в пике надают. Хорошо. Вайпер. В поисках Леонозер. Он уже на втором озере. Он уже на втором озере. Какой же он тролль. Короче, в чем прикол? Фишбумить это, конечно, полный кринж, потому что здесь очень мало рыбы, и она не окупается. То есть вы вложите там 2 лодки, да, условно, 150 леса на 200 еды, но можно делать сети. Сети очень дорого на Аравии делать сети, 100 леса. Но у Бургундии есть прикол. Все каапы на эпоху раньше, а каап, ну, на быструю добычу рыбаков в замковой эпохе обычно. А у Бургундии феодал. Так еще он и дешевле. Оп-оп-оп. Тут неаккуратно заволился, но смог отдельно креста заволить. Его надо будет чик-чик-чик. Ну что, Вайт, подозревает ли он что-то? Не, вы чё? Как тут подозревать? Барак вроде есть. Но барак тут чисто для пик. Итак, таким образом, крест опять возвращается. Следим за Вайпером. Вайпер, кстати, как-то скаутом довольно неактивно действует, я бы сказал. Ну и, в принципе, 2 пики, пила есть, хомута нету, а зачем хомут? Брандер? А где, в каком доке Брандер-то? Брандер для защиты. Троллишь. 50 золота как раз у него оставалось, ровно Брандер. Так. Ну что, Вайдас что? У Вайд уже свич в луках. Уже 4 на голде, уже форвардное стрельбище, и уже 5 ферм есть. Ой-ой-ой-ой-ой. И как тут Вайпер собирается выживать без армии? Пиками кормит Вайда. Надеялся убить пику здесь и до крестов докопаться, но не получилось. 5 скаутов, и лучник уже с холма нашивает по пике. Ё-моё, Вайпер экстренно добавляет стрельбище. И кузницу хватает ему. Надо ему делать кермов. И что? Зацените, как Вайпер быстро сделал керма. Опа! 0,01 секунда. Он шарит в этом. Быстро скирм. Так, здесь лучник, конечно, наглеет. Добытые ресурсы мне интересно. Вайпер больше, потому что у него рыба работает. Здесь 3, здесь 3. Все, рыбаки. Рыбаки закончили свое. Да? 3 пики нападают на одного лучника, но исход элементарный. Кстати, кто быстрее, да? По идее, пика чуть-чуть быстрее, чем лучник на 0.04. Так, стрела готова. Первый скирм на месте. Не первый, а второй. Ну что, кстати, Брандер отменил. Да, отменил Вайпер Брандер, потому что, наверное, решил, что да, нужна будет стрела. Он ее сделал. Тоже выход на золото. Соответственно, хаос в экономике небольшой. Здесь, смотрите, такой забол, кузница, новые фермы. То есть Вайт здесь никакого улына не делает. Рассчитывает перейти тоже в замковую эпоху. 12 ферм, все нормально. Все нормально, а вот у Вайпера все плохо. Лес у него действительно не под фишбум сюда бы выйти. Ну что ж, будет ли делать вышку Вайпера? Вайпер будет дефаться просто. То есть, ну, в теории это вообще убер ГГ. Для любого игрока, кто попробует фишбумить даже на Бургундии. Даже вот чтобы апнуть фишбум, насколько я помню. Мы можем прочекать, правильно? Блин, мне не даст прочекать. Да что ж такое? Что именно лагает? Ладно, может как-то... Короче, насколько я помню, апгрейд на сети будет стоить 200 леса и, наверное, половину еды от 150, то есть 75 еды. Но 200, кстати, копится на это. Проблема в том, что нужно сети еще делать, а сети делаются. Тем временем делаются сети. И здесь пика скирмы принимают Вайда и минус 2 лучника. Ну что ж, супер. Развалочка произошла. Ой-ой-ой-ой, неаккуратно здесь, неаккуратненько. Вроде Вайд что-то там пушит. А этот дефается. Но Вайт не подозревает, да? А фермы есть? Где фермы? Но он тут может не понять. Где фермы? Где что? Выбирает крестьянина, как кажется. Почти спас его Вайпер, мог там заквикволить. Но первая кровь пошла. Экономическая, так сказать. Здесь я не все вижу, но я вижу, что лодок уже 8 и продолжается еще. Так это Вайпер еще не все видит. Ого, здесь заходит, но выходит. Это просто еще скаут используется Вайпером. Да, он не видит все доки, которые можно было бы построить.
Ну да, обычно на Рави, да точно, на каждом... На Рави максимум только одна рыба будет. На каждом озере. И да, он апает Гилнетс, серьезно. Он апает Гилнетс. Так, где у нас док? 200-100 стоит, 200-100. А, все правильно, потому что скидка 33%. 33%, не 50%. Что я сказал? Ай-яй-яй-яй, здесь плохо подрался, Вайт. Плохо. И, соответственно, 10 рыбаков сейчас будут работать на 25% быстрее, если мне не изменяет память. Но Вайт тем временем не теряет время зря. Тем временем, да. И с помощью рынка продал камень. Ну да, играешь против Вайпера, ну надо улынить и убивать. Надо улынить и убивать. Соответственно, вторая лесопилочка, только сейчас за японца. Японцы, играем за японцев. Ну и, возможно, какие-то конные лучники, почему бы нет. Посмотрим, 6 луков осталось и один пичник, тоже японский, опасный. И 2 дока, и Вайпер Фиш бумить уже начал. У него есть сети, 24 на лесе, но у него нету перехода и нету ферм. Интересно, 2 лесопилки у него, дожирают ягоды. Опа, 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 опа. А если найдет, Брандер тут уже не поможет, лучники будут сдалека расстреливать. Но галеры, серьезно. Итак, Вайпер такой просто смотрит. Так, что у нас тут? Что у нас новенького? О, так это будут добавляться кони, рыцари, да? Да, 2 конюшни, ничего себе, против бургунца. Интересный подход. Почему именно так? Ну, видите, Вайт, возможно, как бы, ну, есть там, наверное, фермы вот здесь вот. Ну, как бы, просто ты обычно как бы так не мыслишь. Есть фермы? Нет, они всегда есть. Я бы даже не подумал об этом. Кому также? И 50 секунд до перехода. Здесь что происходит? Ага, Вайпер еще и на камень выходит. Да ладно, вам серьезно? Еще и на камень вышел. Ой-ой-ой, так это же вообще слишком больно будет. Какой-то... О, не-не-не-не-не-не. Скирма немножко вне позиции. Ну что, сколько крестов удастся? Так, 3 уже. 3 уже суммарно убил. Еще хочет убить, но тут уже скирмы. Так, хорошо. Минус еще 3 креста. Суперски. Но лодок 13. Экономического лимита 46 на 37. Добытые ресурсы. Ого. Слушайте, эта хрень действительно работает. Эта хрень работает. Рынок. О, Вайт перешел, и Вайпер начинает паниковать. Вайпер. Скаута слил Вайпер. Вау. Так, здесь какой-то небольшой привол камня. Дикая халява. Видите, он еще специально выходит не на этот камень, да, который ближе к ратуше, но слишком палевный. А вот куда-то вот туда. И все. Вайт убегал. И нашел фишбум. Нашел. Я нашел. Он даже стреляет по нему. Хорошо. Замковый переход нажимает товарищ Вайпер. Монастырь. Так, он их лучников, кстати, вообще не делает. Вайт. Можно было бы, наверное. Можно было бы чуть-чуть поделать, но делает рыцарей. Посмотрим, Вайпер будет дико халявить или не дико халявить. На самом деле, Вайпер любитель умирать от скаутов, от коней, потому что ему так лень болится, но вот он последнюю секунду, может здесь, может здесь. Ну ладно, забудь. Ну он такой, типа, ну получилось, окей. Ну действительно, он это делает в самые последние секунды, это просто... Будет волить этого коня еще как-нибудь. Так, соответственно, 5 рыцарей. Ну, Вайдика. Все норм, но у него одна ратуша. Можно покупать обратно камень и... Что? О, он заметил добычу здесь камня. Кстати, сюда не бежит. А Вайпер понял, что его заметили и сделал аж 2 брандера, господи. Аж 2 брандера, потому что понимает, что один мало. А вот сейчас Вайт такой бегает, да, под ТЦ. Ферм вообще нет. Вообще нет ферм. Эко-апы, еще золото, камень. Какой хомут? Который раз уже хомут отменять. Но здесь бежит рыцарь. Кажется, Вайт что-то понимает. Бежит рыцарь сюда. Хорошо, лев, это понятно. Брандеры, активизируйтесь. Сколько они? 90 урона? Раз, два. Отлично. 2 брандера сработало. Так, как же крошит пик Вайт. Вайт, давай, ты можешь. Ты можешь его выиграть. Замок ставит. Замок хочет кутилье играть, Вайпер. Максимальный троллинг. Будет тут волиться? За монастырем волится. Монастырем волится. Так. Хорошо. А вот такой лучник. Наконец-то он прибежал. Надо писать на камень, но прям то, чтобы он жителей тут убьет. Хотя, если заснайпить раненым, то да, можно. Смотрите, как Вайпер все зонит, отзонивается. Крестьян у него вообще сколько? 35 на 44. Большая разница. Так, здесь как-то даже умудрился слить креста Вайт. Что-то я не помню такого. Как именно? Монах подходит. Так, конного лучника убили с кирмы вообще. Интересно, но кажется, Вайт наконец-то просек фишку. Действительно, он понимает, что Вайпер фишбумит. И скорее всего это не весь фишбум.
Так, еще делается брандер. А будет ли делать апгрейд в этом доке на брандер, чтобы он стал сложнее? Посмотрите, там очень много рыбаков, 15. 15 найди, соответственно. Все 15 это рыбаки. И это, я вам скажу, не слабое количество добычи еды. Не слабое. Можем даже посмотреть в статистике, в экономике и сравнить еду. Вайпер практически не отстает. Интересно? Но здесь уже иконный лучник. Да, посмотрите. Вроде написано 90 урона, но даже 70 он не снимает. Так что странно. Странно, брандеры работают здесь. Вроде вплотную взорвался. Но Кутилья отгоняют фишбум. Так, 6 кермов идут в таком порядке, чтобы максимально много озер найти. Ну и Вайпер лидирует по счету, потому что у него есть фишбум, до сих пор живой фишбум. И делает вторую тачку. Так, удаляют конного лучника, я так понимаю, правильно. Монах, соответственно, сбивается и должен гореть. Вайпер пытается его спасти, надеется, что Вайт типа отойдет, но нет, Вайт, ты чё, Вайт, что? Но он не отходит. Так, здесь 3 кутилья, опасные штуки, у них заряженный урон, 8 плюс 20, то есть, блин, ну... Кстати, раньше они монаха полностью убивали, сейчас нет, 28 урона все-таки меньше 30, хотя с холма... Но креста уже точно не ваншотают. Так, дальше. Ратуша вырастает. Нет, третья ратуша вырастает. И смотрите, 4 монахов. 4-5 монахов. Вы любите монахов. Так. А, я заметил монаха. Но, смотрите, два чувака сбили себе хрень. Опа, вовремя. Но Вайт не реагирует. Я не знаю почему, потому что здесь врыв, он вообще нажал в барак. Он нажал в барак и здесь не идеально среагировал. Но монахи начинают конвертить, и Вайпер на шар убегает. Здесь бараком подрался, но не добил барак. Странно. С кирмы Кутилье врываются в крестьян, и смотрите. Раз, два, три, чуть-чуть не доглядел, и пошли потери. Пошли огромные потери. Так, здесь скорость, атака, броня. Седла и так нету все равно у Кутилье, потому что у них на старте 115 хп, это очень много. 115, а Вайпер бдит, и все. Замок у него, посмотрите, прикрывает. Ой, хорошо лес прикрывает, действительно. А лес это то, что нужно Вайперу, потому что он что? Продолжает фишбумить. И кажется, Вайпер находит еще одно озеро. Что это значит? Пока не идет туда. Странно. Очень странно. Соответственно, уже Кутилье... да? Просто замок в центре карты на золоте? Понял. Блин, охренеть. Смотрите, я знал. Вайпер идет 3 крестами туда. 3 на всякий пожарный. Здесь, блин, большая пачка. Вообще 14 рыцарей. 14 рыцарей здесь. Скирмы бесят, но здесь один рыцарь нормально разобрался. Под ТЦ вообще ни хера. Так, здесь кто-то цашник этот сдох, да, и еще один док. Блинский, 1000 леса, шо за квикволы? Давайте с самого начала это посмотрим. Блин, я я не знаю, вот представьте, что вы играете против Вайпера. Ну вот что делать, блин? Ну какая-то хрень происходит, вот как его убить? На самом деле, ну, если зафокусить ворота, это можно делать, правильно? Да, ворота все-таки не имба. Все. Но каменные ворота. Каменными воротами я решил не пользоваться. Вайпер сэкономил. Так, здесь строят. 100 хп. Тут Кутилье бьют. 100-140. Достроились. Ага. Убей. Вайпер не проконтролил. Но дальше какие-то заболы мешают. Иди нафиг. Да иди нафиг. Тем временем, что происходит? Да ничего не происходит, на самом деле. Ресурсы копятся, лес копится у всех. Слишком много контроля. И Вайт убивает. Он убивает постоянно. И Вайт лидирует. Он бил 16 на 8 здесь. Хорошо, отлично. Блин. Знаете, что, наверное, самое сильное, короче, как убить фишбум? Наверное, это манганельку вывести сюда. Манганельку и бах. Кутилье дерутся с рыцарями. Окей, но вторая броня прикольная. Здесь камень добывается абы как. Вайпер, я говорю, он крестов защищает лениво. Но конвертить любит. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Монах выжил даже без апгрейда на хп. Да что ты будешь делать? Еще релики тягают, уже второй релик. Это бургундские релики. Ой-ой, какая интересная катка, я вам говорю. Итак, идут 2 барака от Вайда. Он понимает, что троллинг надо останавливать. Бараками, японскими пиками. Так, здесь что чуваки делают? Не знаю. Все, тут еще и рыба на халяву есть. Окей, 3-й замок, и это уже форвард замок. Это уже на 2 ресурса, практически на ратуш. И на холме это прям замок, после которого можно, может быть, стать очень больно. А Вайда как раз в моменте идет свич пики, как раз апгрейды идут, новые бараки.
Соответственно, 4 барака, вроде как можно начинать что-то делать. И здесь ему, наверное, не хватает каких-то аванпостов, потому что если у тебя форвардная ратуша, то неплохо было бы иметь какие-то аванпосты и что-то видеть чуть больше, чем вот эти там 6-7 тайлов. Так, соответственно, Вайпер тупо продает лес, апгрейд на пику. Ай-яй-яй, так, 5 монахов как прикольно стоят. Еще 6 выходит, но вроде реагирует. Так, раз, 2 конверта. Вроде 3, девушна Вайпер не делал. Вроде 3 конверта, но 6 там монахов сдохло, ребята. 6 монахов, что такое, не знаю. Учитывая, что Кутилия дешевый юнит, то совсем не нравится. Вот и девушн, вот и стрела, и здесь сейчас будет сюрприз. Пока, соответственно, делается вторая стрела, чтобы достреливать до товарищей. Здесь у нас фишбум, здесь фишбум. Этот озеро не увидел. Вайт. И чё-то как-то мне его ситуация уже не нравится. Да, у него больше крестьян. По крестьянам вообще у него в 2 раза больше. 80 на 42, но начинается массовое истребление крестьян. Хотя вроде свич пики произошел, но здесь хаос, и здесь не знаю что. А здесь, уходит Радшу, здесь 2 чувака. Так, пытается рейдить, это хорошо, может это поможет. Потому что по факту, так что Брандер делает. Вайпер везде реагирует. Вайпер играет по всей карте. Потери. Вайта все еще больше убитых юнитов экономических. Радша, в принципе, неплохая. Идет. Ну что, держится, но ратушу не удержать. Там 7 крестьян и, блин, они умрут. Вместе с ратушей. Так, здесь, конечно, неплохо. Один Брандер так на халяву, видите, ничего не сделал. Очень много рыбаков убил, я так понимаю. Вот эти все рыбаки сдохли, очень хорошо. Все-таки у Бургундии не японцы, у нее рыбаки вдыхают. Здесь кресты, блин, делаются. Может, надо было удалить уже ратушу. Кресты делаются, сразу умирают. Ну что ж. Еще ратушу перестраивать. 4 ТЦ хочет Вайт. Ну правильно он делает, на самом деле. У него все еще на 20 крестьян больше. Но добытые ресурсы на 5000 меньше. На 5000 меньше, а Вайпер останавливается. Вайпер не останавливается. Он делает еще больше замков. На весь продакшн. Ну не на весь на самом деле. Не так, чтобы супер много здесь отбивать. Ну какие же кутилье имба, 34 штуки. И как это остановить? Это надо минимум, это надо больше пик, чем 4 кутилье. Это какой-то бред. И Вайт такой, чё, блин? И Вайпер побеждает. Да ладно, блин, ну это прикольный абсолютно матч. Потому что Вайт добрался до Вайпера. Но Вайпер, блин, смог зафишбумить прям четенько. И за Бургундию, феодали, вообще это топ. И то, как он смог это выиграть, честно, непонятно как. Вот эти вот моменты, когда он понимает, что надо резко сделать стрельбище, кузницу, с кермы, начать отдефаться. Как-то с помощью квиколов, как обычно. А Вай довольно поздно понял, что это гребаный фишбум, и, возможно, стоило вложиться даже вот серьезно в какую-то, вот не просто так типа рейдить, а вот как-то стационарно тут закрепиться в озерах. Может даже, вот я даже вышку поставить, может монастырь, свой док, не знаю, много вариантов, там вышка, манганель, даже ТЦ поставить просто и расстрелять тут все нахрен ТЦшкой. Потому что галерами ТЦшку так просто тоже не убьешь. Озеро-то маленькое, в принципе, бежать некуда. Соответственно, Вайт старался очень сильно, но Вайпер наказал, потому что еще и Кутилье гребаная имба. Какие-то читы, честно. АПМ 85 на 82. Но вы видели, что Вайпер бдит. Бдит везде, где только может. Тяжело убить змеюку. Убил одну голову, выросло 3, правильно? И золото это был только больше Вайт, и еды, это все, по сути, фишбум, кроме там вот этих кабанов темной эпохи, да, там, по сути, фишбум, там, из 10 тысяч, 8 тысяч, это, да, это оно. Конечно, Вайпер использовал рынок, да, видите, побольше, чем Вайт, тут без этого никуда, рынок в мете, как обычно, и как мало крестов у Вайпера, да, 64 он сделал, ему прорейдили неплохо, 24 рыбалки, охренеть. Ну как вам замес? Вайт молодец, старался. Скоро победит Вайпера. А может уже побеждал, может я не помню.